по ирландскому закону нашел, не отдал, значит украл. Сегодня у нас будет тематика про то, что если ты в Ирландии нашел кошелек, деньги, карточку, либо еще какое-то ценное имущество и присвоил его себе. Будет ли это какое-то наказание, преследование, либо ничего нет. По ирландским законам есть, просто наша ментальность, я не обобщаю только украинцев, я обобщаю всех, кто из СНГ, да, и в Восточной Европе, у нас ментальность чуть другая, и у нас считается, что упало, то пропало. Вы знаете, да, такую бесценную фразу, и у нас в 99% случаях так и случается. Если человек что-то нашел на улице, неважно, это кошелек, деньги, телефон, золотые украшения, то оно или это имущество люди оставляют себе без каких-либо, да, какого-либо колебания, так скажу. Обратно же 90+% точно. Пишите в комментариях, прав я в этом или нет. Подписывайтесь на мой канал. Сейчас разберем эту тему. Смотрите, по закону Ирландии, если ты нашел чужое имущество, ты обязан его вернуть. То есть нашел ты, например, кошелечек. Вот мой кошелечек, да. Здесь у меня куча карточек, денежка, да. Все лежит здесь. Идешь ты, нашел кошелек. Что ты можешь сделать? Ты можешь, конечно, взять, вытащить оттуда деньги, да, забрать их и, возможно, выкинуть кошелек, да. Так, наверное, многие сделают, и, в принципе, за это, наверное, ничего такого особого не будет, если кто-то другой добросовестно найдет, принесет в гарду, да, и потом этому человеку вернут кошелек. В принципе, я думаю, он не будет писать какое-то заявление на то, что из кошелька что-то пропало. Это в большей своей мере. И не будет никакого там расследования, да. Гарда не будет тратить свои ресурсы за 20-50 евро. Но если, смотрите, если вы шли, да, делать какую-то сделку, либо ложить деньги в банк, например, там, солидную, да, там, например, 3000, например, евро, да, грубо говоря, и они вас выпали, потеряли вы пакет, барсетку, вот тогда, если человек найдет эти деньги и не вернет, а если это было в окрестностях города, то вы понимаете, что там куча камер. И поверьте, если человек по-любому заявит, вначале он напишет, конечно же, в группах, да, в пабликах своего города, поселка, неважно, городка, и потом пойдет, конечно же, в гарду. И как у нас в городке, у нас куча камер везде просто, знаете, просто скрыться, чтобы тебя нигде не заметили, практически нереально. И если добросовестный человек, он найдет такую сумму, он пойдет сразу на станцию, в гарду, то есть в полицию, да, и сразу отдаст. Также есть такие специальные, я знаю, как бы офисы, да, по потерянным вещам. Туда тоже можно отнести. Что еще уникального в законе, я прочитал, да, что если в течение там 2 или 3 и более месяцев не найдут владельца денег, либо техники, то в прямом смысле вам могут позвонить и отдать, как нашедшему. Это реальные кейсы, это реально тоже правда. Но факт остается фактом. Если вы присвоили чужое имущество и вас найдут, то это в прямом смысле кража. Так что имейте в виду. Пишите в комментариях, если вы в Ирландии что-то находили, возвращали, как это происходило. Я один раз нашел банковскую карту возле банкомата, когда пытался снять деньги, да, нашел банковскую карту и просто занес ее в банк. Никаких вопросов ко мне не было, ее просто забрали, и я надеюсь, успешно отдали владельцу. Куча, например, я знаю, что и у всех также, у каждого городка, поселка и большого города Ирландии есть паблик в Фейсбуке, где люди сразу пишут: я то-то потерял, там, либо я это нашел, и сразу оповещают, да, в социальных сетях, чтобы найти владельца, и это нормально. Если владелец не находится в течение пару дней, то, конечно, лучше отнести в гарду, чтобы этот предмет, либо эта денежная сумма лежала в гарде, и гарда уже, да, искала владельца этих денег, либо имущества. Здесь люди в Ирландии очень честные, добрые, отзывчивые. Я, бывает, поражаюсь, да, какие суммы люди приносят. У нас, например, в нашем городке люди теряли и 10 тысяч, и 5 тысяч. Их возвращали наличными, вы понимаете? То есть ты идешь, лежит просто пакет с бабками. Просто, да, ну вот, просто котлеты лежат. Человек берет их, он себе их не забирает, у него совести не хватает и относит в гарду. Вы понимаете, до какой степени ты понимаешь, что ты живешь в цивилизованном обществе, и что даже если ты потерял, тебе вернут. У нас
У нас, я сомневаюсь, что у нас вернут. Это, знаете, какие-то такие кейсы, когда происходят тут в Украине, то это прям пишется на всю страну, что какой-то человек нашел там 10 тысяч, либо 20 и принес в полицию. Там в полиции сами, да, менты сидят с такими шарами. Вася, дядя, ты чё? Ты реально принес? Ты не оставил себе? Ты как так, понимаете? То есть вот она ментальность. А здесь... Если ты присвоил себе кошелечек и не отнес его, и тебя потом по камерам определят, найдут, то ты будешь платить штраф, ты возместишь все, что было в кошельке, а потом вы понимаете, да, тот, кто потерял, может придумать, что там лежало у него и 5000, а так, грубо говоря, и ты будешь возвращать, плюс штраф, и плюс могут еще дать, если большая крупная сумма, то могут дать, да, условный тюремный срок, то есть просто будешь условно ходить отмечаться, то есть понятное дело, в тюрьму не посадят, если это там какие-то миллионы, да, но обратно же таких кейсов нет. Я просто к тому, что мне была интересна эта тема, узнать, да, это правонарушение серьезно или нет. По законам Ирландии, если ты находишь чужое имущество и присваиваешь его себе, то ты, грубо говоря, вор. Ты вор в прямом смысле. То есть теперь можно задаться вопросом, а может, если ты что-то видишь, просто пройти мимо и себе лишних проблем не нужно, да, никаких, чтобы не было. Пишите в комментариях, как вы считаете, нужно взять, отдать кошелек, карточку, там, украшение, телефон, либо лучше пройти, пусть следующий человек этим занимается. Вот просто интересно мнение именно, да, людей, потому что по факту реально бывают потом и разные проблемы. Ты принес, а там что-то не хватает, а может ты взял, а то ся. Бывает ли такое, тоже непонятно, то есть как это все действует. Вот это интересная тематика, мне это, да, так почитал я, и, конечно, тут все по-другому. Уже проживя больше 3 лет в Ирландии, ты все равно открываешь новые правила, новые законы об этой стране. В процессе, да, всего моего рассказа будут скриншоты, будут все эти, да, законы, подзаконы, которыми, да, руководствуются Гарда и общество Ирландии. То есть это не просто так, это создано уже годами, так живут люди, возвращают. То есть, понятное дело, если вы на улице нашли там 5-10 евро, либо там 1-2 мелочь, да, по этому поводу не нужно бежать в Гарду и это отдавать. Это, конечно, не та сумма, но если 50-100 и более, то уже, конечно, нужно задуматься и лучше отнести. Нашли возле магазина, в магазин, либо сразу в Гарду. То есть, понимаете, да, если вы нашли где-то в какой-то конкретной эрии, то есть в конкретном, да, например, в супермаркете кошелек, в Лидле кто-то потерял, выпало у него, да, ты берешь, понятно, идешь на кассу и отдаешь. Понятно, что потом уже Lidl там, да, по камерам может определить, кто у кого упало, кто это упустил, и найти этого человека с помощью, обратно же, Гарды. То есть нужно быть, конечно же, людьми. Всегда оставаться людьми. Неважно, сколько денег вы найдете. Знайте, что кто-то их зарабатывал сложным трудом, и, возможно, этот человек нес эти деньги, не знаю, там, на то, чтобы купить автомобиль, либо купить велосипед своему ребенку, либо еще что-то. То есть каждая сумма, которую человек потерял, он ее заработал. И по факту, если так разобраться, да, это его имущество. Но в нашей ментальности СНГ, да и Восточная Европа, что упало, то пропало. То мое, если я нашел, все, до свидания. Все, как говорится, птичка улетела, место прогорело. Хорошо, что мы находимся в Ирландии, и здесь другие правила, и здесь воспитано общество по другим законам жизни. И здесь, если ты потерял что-то, и это найдут, то это обязательно тебе, ну, вернут. Никто ничего у тебя не заберет. И еще один пример, кейс, сразу вам расскажу. Мой ребенок потерял ключи в парке. Это было 1,5 года назад. В одном ролике я тоже рассказывал. И вдумайтесь, через 1,5 года постригали, видно, кусты рабочие и нашли ключи. А на них была бирочка из библиотеки. Там пишется прям имя, такая бирочка. Кто ходит в библиотеки в Ирландии, знает, там выдается эта карточка, такая маленькая, как брелочек, чтобы можно было на ключи вешать. И вот они отнесли, эти рабочие, в библиотеку эти ключи. Библиотека по имени, фамилии нашла адрес, написала мне и жене на имейл. И мой сын пошел и спокойно через 1,5 года забрал свои ключи. Вот такие вот люди живут в Ирландии, на этом прекрасном изумрудном острове. Всегда на связи, держу в курсе.